Григорий Остер. Русский писатель, сценарист, драматург, телеведущий. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Свободная женщина – это та, которая позволяет себе секс до свадьбы и работу после свадьбы. Если в государстве очень много послушных детей, из них вырастает слишком большое количество послушных взрослых. Когда есть родители и дети, которые любят друг друга, никаких советов не нужно. Хотя с точки зрения психологов, педагогов, воспитания – это наука. Человек, которому интересно с собой, не будет делать гадости и подлости другим. Нелюбви на самом деле немало на свете. Ее вполне достаточно, чтобы превратить жизнь любого ребенка, да и любого взрослого, в сущий ад. Задача нормальных людей в том, чтобы любви становилось все больше. С врагом, которого любишь, невозможно бороться, он при всех обстоятельствах победит. Но поскольку ты его любишь, это будет не только его победа, но и твоя тоже. Между взрослыми все просто. Свобода одного взрослого кончается там, где начинается свобода другого. А вот свобода ребенка не должна кончаться там, где начинается свобода взрослого. Рождение ребенка – добровольный отказ взрослого от свободы. Нельзя чувствовать себя свободным от своего ребенка. Где-то внутри каждого взрослого, как самая маленькая матрешка, всегда остается ребенок. Если до него достучаться, научиться с ним общаться, будет гораздо легче не только писать, но и вообще жить. В каждом взрослом внутри находится ребенок, каким он был. И самые важные взаимоотношения – это даже не между мусульманским миром и христианским, и не между одной национальностью и другой, и даже не между коммунистами и демократами, а самые важные в мире отношения – внутри человека, между ним маленьким и им взрослым. Вообще дети – это такая вещь, которую не надо хотеть. Они появляются сами от хорошей жизни и от плохой жизни не появляются. Все дети гениальны. Не теоретически, а практически. У них просто мышление устроено точно так, как, например, у Эйнштейна. Все знают, что так нельзя, это невозможно, а один в это не верит и совершает великое открытие. Учительница для ребенка – все равно, что для взрослого жена. Он должен бесконечно отвечать на все ее вопросы, должен каждый раз отвечать, почему он пришел не вовремя, то есть вовремя не пришел к ней на урок. Детей нельзя держать в праздности. Они не в праздности должны жить, а у них должен быть вечный праздник все детство. А в праздности не надо держать. Своим детям нужно читать те книги, которые произвели впечатление на вас самих, когда вы были маленькими.
А потом уже можно посмотреть что-нибудь из качественной современной литературы. Чем ребенок похож на воду? Вода принимает форму того сосуда, в который ее наливают. Ребенок тоже становится таким, каким его делают родители. Мы занимаемся своими взрослыми делами, а в нас плещутся наши дети. Давайте постараемся никогда об этом не забывать. У каждого ребенка дома должен быть свой уголок, в котором он будет стоять, если что. Не пытайтесь силой добиться уважения ребенка. Насильно уважаем не будешь. Пусть он вас просто боится. Этого уже достаточно, чтобы когда-нибудь в будущем он сказал вам спасибо за свое счастливое детство. У таланта, кроме краткости, может оказаться еще куча других родственников. Многих останавливает то, что они никак не могут сдвинуться с места. Запускайте смело руку в государственный карман, в тесноте и страшной давке. Не заметит вас никто. Есть надежный способ папу навсегда свести с ума. Расскажите папе честно, что вы делали вчера. Если ты сестру застукал с женихами во дворе, не спеши ее скорее. Папе с мамой выдавать, пусть родители сначала. Замуж выдадут ее, вот тогда расскажешь мужу все, что знаешь про сестру. Не требуйте от ребенка невозможного. Сначала сами попробуйте доесть эту кашу. Если вы спрятали от детей спички и сами не можете найти, потому что забыли, куда их сунули, спросите у детей, они с радостью покажут. Имейте в виду, если ваш ребенок-подросток нагл, самоуверен, все время в себе сомневается, безжалостен и добродушен, жаден и бескорыстен, доверчив и хитер, бестолков и гениален, значит, у вас совершенно нормальный ребенок. Готовя ребенка к жизненным трудностям, смотрите, не оторвите ему уши. Никогда не орите на своего ребенка в присутствии гостей. Дождитесь, пока они уйдут. А если задерживаются, прошепчите ему на ушко все, что вы о нем думаете. Помните, что в отношении ребенка-подростка к родителям от любви до ненависти не просто один шаг, а буквально одна маленькая щелочка. Не стоит вкладывать в нее пальцы. Балуйте своего ребенка как можно чаще, и он вырастет чутким, мягким и снисходительным к самому себе человеком. Если ребенок намеренно пытается вывести вас из себя, не выходите. Запритесь изнутри, забаррикадируйтесь и вызывайте подкрепление, зовите на помощь жену. Помните, что ребенок безгрешен, потому что он еще не ел никаких райских яблок и не умеет отличать добро от зла. Отправляя ребенка в летний лагерь,
Будьте готовы к тому, что он вернется раньше времени, получив досрочное освобождение за свое безупречное поведение. Если вы убеждены, что ребенок сам знает ответ на свой вопрос, так ему и скажите. Предложите ему самому ответить на его же вопрос и похвалите за правильный ответ. Помните, отсрочка разговора о сексуальных отношениях со взрослой дочерью не убережет ее от беременности. Григорий Остер. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.